Друзья, что-то давно я не записывал видео обзоров. Давайте посмотрим с вами конец месяца. У нас сегодня 29 июня. Посмотрим, куда у нас может пойти рынок, который сейчас стал низковолатильным. Ну, скорее всего, из-за того, что лето. Движение на рынке 1-2 дня в неделю, как бы, и все остальное время у нас тухляк, который торговать очень тяжело, конечно. Все видят у нас клин. Верхняя граница где-то у нас 108-600. Все об этом говорят. Набрано шортов куча. Потом тепловую карту посмотрим с вами. Мы, конечно, можем отсюда отвалиться. Но внизу у нас нет абсолютно никакой ликвидности. Практически. Да, она где-то там очень сильно глубоко. И то там, по-моему, уже всех ликвидировала. Зато вверху у нас, вот, соответственно, за этой границей скопились шортовые стопы. И вполне нас могут, так как последние недели большие движения были по понедельникам. Ну, правда, были они там хоть на каких-то там новостях. Да, то я не исключаю, что нас завтра могут свозить куда-нибудь на перехай. Вполне это может быть. Да, обычно у нас там в воскресенье вечером движение начинается, там в понедельник оно продолжается. И, ну, правда, как я уже сказал, это когда есть какие-то новости. Завтра у нас и сегодня никаких новостей не ожидается, только если там какая-то будет детская неожиданность. Или Трамп что-то ляпнет. Поэтому, конечно, я ожидаю, что завтра хоть какая-то волатильность появится. Но это тоже вот далеко не факт. Поэтому, ну, кто шорты хочет набирать, можно, конечно, да, с каким-то там коротеньким стопом. Но, как я уже сказал, ликвидность вверху, и если ничего не случится и новостей никаких не будет, я что-то сомневаюсь, что мы поедем вниз. Я этого ждал всю прошлую неделю практически, да, там начиная со вторника, что будет какая-то коррекция, ну, более-менее вменяемая, я ее ждал в район хотя бы там, сейчас поменьше сделаю масштаб, ну, куда-то хотя бы вот сюда, ну, вот сюда, да, там хотя бы на 104 500. Но, как мы видим, вот это вот у нас что такое, непонятно. На старших таймфреймах это можно назвать вымпелом там, или флагом, еще там чем-то, похрену, как это называется. Но мы здесь копим со вторника уже ликвидность. Набираются позиции. Соответственно, выход отсюда, ну, по идее, какое-то движение должно быть нормальное. Вопрос, когда этот выход случится. Ну, я думаю, что завтра. Завтра еще последний, как бы, день месяца. Возможно, будут какие-то экспирироваться опционы там. Фьючерсные контракты срочные будут закрываться. И вот на этом можем мы куда-то съездить. Непонятно куда пока. Ну, я как бы больше склоняюсь вверх. Либо вниз. Но мне сейчас без разницы, потому что я хеджируюсь опционами. И в принципе мне важно само движение, чтобы было. Хотя бы там на... Ну, в идеале, конечно, от 3000, да, по биткоину движение. Ну, как бы и 2 сойдет. Вот когда меньше, это уже плохо. То есть у меня там не получается по затратам. То есть стратегия как бы хорошая с хеджированием опционами, как бы она рабочая, но при волатильности какой-то более-менее нормальной. Вот с такой волатильностью это, конечно, беда.
Ну, то есть у вас опционы просто сгорают, как бы вам приходится как бы либо позиции закрывать, либо докупать опционы. Если рынок как бы никуда не идет, ну, соответственно, у вас как бы опционы сгорают, деньги теряются. Вот как бы весь смысл. Ну, это опять же такой летний период, да, проблемный. Потому что начиная с осени уже начнутся рыночные движения, как бы, и стратегия, как бы, я думаю, что себя будет отрабатывать очень хорошо. Ну и сейчас, в принципе, как бы, ну, неплохо, да, если хотя бы там 1-2 дня как бы рынок ходит, то нормально получается. Ну, то есть в неделю там можно делать там, ну вот при таком рынке говенном, как бы, ну, процентов 50 на депозит. Если как бы рынок нормально ходит, то там уже можно лучше делать. Так, про биткоин поговорили. Я уж и на эфир пытался перейти, как бы думаю, может там получше будет. Ну, волатильность. Ну, тоже здесь как бы вот было там одно движение, да, подскок ночью. Не здесь. Ну, вот он. Да, но я его как бы ничего, у меня не было позиции по эфиру. Ну и все, потом это все слили. И все, и тоже мы стали как бы в боковике. Ну, а по эфиру тоже там имеет смысл как бы работать, если там есть движение хотя бы на 100 баксов. Ну, оно где-то было, но тоже 1460. Нет, волатильность, конечно, низкая. Низкая, и тоже мы вот встали и все. И если еще здесь там что-то можно было половить. 2477. Ну, тоже маловато. Маловато. Ну, здесь также ждем выхода. Основной уровень сопротивления, вот примерно куда мы и тыкнулись вот этой свечой. Но если биткоин пойдет на АТХ, то как бы здесь я тоже жду, что эфир, ну вот это вот по крайней мере пробьет. Это пробьет. Если на дневку посмотреть, ну, здесь, конечно, печальнее, чем у биткоина, да, как бы мы вот под этим сопротивлением пока стоим, надо его пробивать, чтобы идти выше. Чтобы идти выше, но пока этого не случилось. По-моему, заседание по ставке, если я не ошибаюсь, у нас 7 числа. Могу ошибаться. Или пошлины до 7 числа там должны договориться. Ну, как бы это все уже в цене. Я не думаю, что там будут какие-то движения. Ну, если ставку, конечно, понизят, будет. А торговые эти истории, мне кажется, все уже отыграло 10 раз. Ну, давайте тепловую карту посмотрим сейчас. Что у нас, где у нас творится. Ну, вот оно. До 109 там условно нас прокатят. Но дальше тоже как бы не сильно там что-то есть. Ну, вот оно, сами все видите. Внизу как бы ничего у нас нет. По крайней мере в ближайшем. Ну, то, что было там на 86, на 88 позиций, мне кажется, уже давно ликвидировало. И ничего там тоже, никакой ликвидности нет. Ну, здесь тоже, кстати, ну, не так уж много. Ну, ладно, там пробьем мы там 110. Может быть, там до 115. Мы там долетим на стопах. Ну, и тоже все потом вниз. Ну, если только ставку не понизят. Так, это что касается биткоина. Давайте эфир посмотрим. Где же там деньги скопились? Ну, собственно говоря, вот до 2600. Поменьше давайте посмотрим масштаб. Ну, тоже все сверху, все шортят. Все шортят. Я еще смотрел, как бы я надеялся, что в пятницу будет какое-то движение.
Да, там фандинг то положительный, то отрицательный. И все это грустно и печально. Вот сейчас пошли вот вверх. Посмотрим, сейчас остановимся мы там на 108 500, если дойдем до туда или нет. Ладно, покажет время. Все, давайте, всем удачи. Пока, до новых встреч.